Я сейчас смотрю лонг по GER40. Здесь, в принципе, идет хороший восходящий тренд. Мы начали двигаться в восходящем потоке приказа вот этого момента, по-моему, заполнения недельного или дневного имбаланса. И с этого момента я уже поймал неплохое количество лонгов. Сейчас хочу просто продолжать их ловить, потому что можно увидеть, что мы практически подошли к снятию этой ликвидности, сделали такой подход к уровню ликвидности, а потом скорректировались, не дошел до нее. Сейчас, мне кажется, идеальный момент, чтобы на нее нацелиться через какую-то манипуляцию. Это, в принципе, один из моих лучших сетапов, когда цена подходит к уровню ликвидности, потом дает коррекцию, снимает, дает манипуляцию, и я дальше просто доторговываю к этому уровню. Смотрите, сейчас есть два варианта, которые я для себя вижу для возможного открытия позиций. Первый — это если мы дадим манипуляцию ликвидностью здесь, и второй — через манипуляцию азиатским минимумом в потоке приказов просто продолжить торговлю по тренду. Если будет ретест, то я открываю такую позицию, но она сейчас походу улетит без ретеста. Либо как вариант вот так сделать и зайти вот так. Но тогда вот здесь стоп-лосс без убыток переведу. Осталось дождаться ретеста, короче. И можно реализовывать идею. Я открыл лонг. Вот так выглядит позиция. Вот здесь я перевожу стоп-лосс без убыток, когда мы достигаем этой точки. И держу чуть выше на таргет по часовой. Дальше остается только ждать. Моделью здесь было поглощение. Вот у нас есть, ну это на минутке, я на разных таймфреймах, минутка, трехминутка, пятиминутка, жду модель входа. Здесь на минутке после снятия ликвидности, вот свечи нисходящие, которые спровоцировали это снятие, я жду закрепления выше них агрессивного, и если оно мне дается, то это сигнал о том, что можно зажимать лонг сетап, и соответственно я его открываю на ретесте, на 1 к 2, со стоп-лоссом за манипуляцию и тейком на мои не снятые цели выше. Я молчу, потому что скучно. Это самая скучная часть торговли. И нервная, как правило. Но я люблю из-за этого вообще не смотреть на график, когда позиции. Просто сейчас у нас такой формат, типа лайв-торговля. Понятно, что я сижу перед вами, торгую, и я сижу, смотрю на график. Но вообще я обычно открываю и вообще закрываю график, убираю телефон вообще, чтобы не смотреть на него. Чтобы он мне на глаза не попадался, потому что в чем смысл? Что я поменяю? Сфера не веселая, как вам рассказывают, не такая, что вы делаете там каждый день прибыли. Тяжелая, скучная. Как видите, вот на примере вот такой вот работы у меня каждый день. Сидишь, открываешь график, час сидишь, смотришь на график, ждешь, пока он даст снятие ликвидности. Но я обычно не жду, я ставлю там оповещение, ухожу по своим делам. Ну, в общем, ждешь. Потом снял ликвидность, несколько минут ждешь модель входа. Далее модель входа, зашел в позицию, пересиживаешь. Сначала ждешь стоп-лосса, потом ждешь тейк-профита, потом опять ждешь стоп-лосса и так далее. Потому что у вас же есть такое, как и у всех, и у меня то же самое. Там, когда цена в убытке, ты уже ждешь стопа, ты думаешь, блин, зачем я это открыл. Когда вот цена в профите, ты думаешь, какой я красавчик. Поэтому лучше, когда ты заходишь, неважно, где там цена сейчас, в профите или в убытке, сразу ждать чего-то самого худшего, допустим, наступления стоп-лосса. И если ты глобально подумаешь об этом, посмотришь там на прекрасный мир, деревья вокруг, солнышко, и подумаешь, что будет, если случится самый худший исход событий, ты поймешь, что будет 1% от депозита стоп-лосс и будет стоп. Все. Это самый худший вариант событий. Хуже быть не может. И тут ты понимаешь внезапно, что не так уж это и страшно, да? Но это приходит постепенно, и торговля становится гораздо легче, когда вот ты понимаешь вот такую вот фишку. Для меня это очень важно. Я перевел стоп-лосс в безубыток. Потому что DAX, вот, он снял вот этот локальный максимум, и от него может быть реакция. Может и не быть, а может быть. И я хочу от этого застраховаться. Это потенциальная реакция, и он может спуститься, уже пойти вообще вниз. Поэтому стоп у меня сейчас стоит вот здесь. Трейдеров нормально их мало, я знаю, которые зарабатывают много. Но те, у кого получается, они зарабатывают, если не так же, то еще больше, чем какие-то бизнесмены там. При этом я бы сказал, что затрачивая гораздо меньше сил, мне сейчас, вы думаете, очень сложно. Сейчас мне не сложно, я просто сел в позицию, лег на солнышке, я лежу, жду, пока будет результат. Все, вот, есть результат. Все, на сегодня можно завершать. Если полезно было, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, ссылка на которую в описании. Такие стримы мы будем проводить еженедельно. Ну, в общем, будем проводить их еженедельно, созваниваться с вами, вместе торговать.
Если было полезно, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал и ждите новый стрим. Пока.